Здравствуйте! Сегодня расскажу историю бренда Hot Wheels. История в этом видео будет неполная. Этот выпуск я разделю на две части, чтобы хронометраж видео был не очень большим. Итак, начнем. Американский производитель игрушек Mattel, основанный в 1945 году, ранее уже нашел одну золотую жилу, создав в 1959 году куклу Барби. Им оставалось придумать для своего ассортимента не менее успешную игрушку для мальчиков, но к середине 60-х годов никто не мог предположить, что это будут автомобили. Дело в том, что масштабные модели копий для детей, а не взрослых коллекционеров, к тому времени были давно изучены ниши. Безоговорочное лидерство на рынке принадлежало британцам, их компании Matchbox. Идея самой лучшей машинки принадлежала самому основателю Mattel, Эллиоту Хендлеру, и он упорно развивал ее, несмотря на уверения подчиненных, что ничего не выйдет, что это рынок подъема не заслуживает внимания. По сути, до начала продаж вся компания Mattel, включая жену и бизнес-компаньона Хендлера Руф, отговаривали его от этой затеи. Именно жена Хендлера изобрела идею Барби, но чутье Хендлера подсказывало ему, что все получится. В противоположность Matchbox, Эллиот Хендлер задумал выпуск особенных автомобилей, не часто встречающихся в повседневной жизни, которые бы лучше и быстрее катились, чем у конкурентов, при этом отражая дух современной автокультуры внешне. По его представлениям, это в данном случае и было залогом настоящей ценности игрушек. Вскоре Mattel было подано объявление о поиске дизайнеров в Detroit Free Press. Среди немногих откликнувшихся был сотрудник студии Cadillac Styling Гарри Бентли Брэдли. Он оказался идеальным кандидатом, поскольку имел опыт работы над серийными автомобилями, но сам был увлечен калифорнийской автокультурой и создавал дизайн для кастомов. Когда Брэдли приехал на собеседование на своем Chevrolet El Camino 1964 года со вкусом тюнингованным в традициях Калифорнии, и Хендлер увидел машину, он отреагировал буквально так: "That's one set of Hot Wheels", то есть в литературном переводе нечто вроде "вот это крутая тачка". В эту секунду стало понятно, что родилось настоящее название для продукта – Hot Wheels, дословный перевод «горячие колеса». И уже в 1968 году появились первые 16 моделей. Они также были известны как The Original 16 и Sweet 16, из которых 11 были созданы самим Брэдли, а самой первой выпущенной моделью стал Custom Camaro. 10 из первых 16 автомобилей в качестве прототипов имели существующие серийные машины, только с тюнингом, а остальные 6 основывались на выставочных и гоночных моделях. По представлению Эллиота Хендлера, ассортимент не мог заканчиваться самими модельками. Раз они были самыми быстрыми на рынке, то с их помощью дети могли бы соревноваться между собой. Так что характерные оранжевые гоночные треки поступили в продажу одновременно с самими Hot Wheels. Появление Hot Wheels на рынке сопровождалось ошеломляющим успехом. При этом Брэдли отказался продолжать работу над игрушками, но рекомендовал в качестве замены Айру Гилфорда. В 1969 году Гилфорд, только что уволившийся из Chrysler, приступил к созданию следующего выпуска Hot Wheels. Ему принадлежат идеи моделей Twin Mill и Spit & Image, считающиеся одним из лучших в коллекции. Spit & Image, Torero, Turbo Fly и Twin Mill, вышедшие в серии Show and Go, стали первыми оригинальными разработками для Hot Wheels. Изначально игрушки были предназначены для детей, но они стали популярным коллекционным объектом. Для коллекционеров стали выпускаться ограниченные серии Hot Wheels. И на этом пока все. В следующем выпуске я расскажу дальнейшую историю Hot Wheels. Подписываемся на мой канал, ставим лайк под этим видео, если вам понравилось, и нажимаем на колокольчик, чтобы в дальнейшем не пропустить второй выпуск истории Hot Wheels. Спасибо за просмотр и до свидания.